Слава Украине! Привет всем от Полонского. Очень интересные новости приходят из Европы. Да, так вот, Reuters пишет, что, судя по всему, в течение нескольких часов до нескольких дней, ну вот как-то растяжимо они так говорят, будет некое предложение мирное от части Евросоюза и от Соединенных Штатов Америки. То есть США и Европа готовят одновременно соглашение о перемирии. Ну, как будто это они должны перемирие делать. Вообще-то это Путин должен делать. Вот, но не суть. Значит, за последние сутки несколько раз Макрон звонил Трампу. Трамп разговаривал также по телефону с Мерцем. Как раз в том числе и по этому поводу, я так понимаю. И это будет редкий случай, но вот при нынешней администрации в США это вообще уникальный случай, когда будет общее предложение со стороны Европы и США. Вы же прекрасно знаете отношения между нынешней американской администрацией и Евросоюзом. Они, скажем так, не ахти, но тем не менее здесь они нашли полностью общий язык. К России насчет полного 30-дневного перемирия. Напомню, то, что сегодня есть, это не перемирие. Это отсутствие, скажем так, это отсутствие ударов дальнобойными дронами и ракетами по тылам. Вот что сегодня есть. Что же касается фронта, либо прифронтовых районов, там все как летело, так и летит. Вот и все. Тут не о чем даже разговаривать. Это не перемирие, то, что мы сегодня видим. Да, так вот, это будет консолидированное предложение от Евросоюза и от Соединенных Штатов Америки к путинской рашке по поводу 30 дней без войны, полного. То есть на суше, в воздухе, на море. Везде. И если путинская рашка не ответит позитивно на это предложение, то якобы будут очень серьезные санкции. Я вам скажу одно, я не знаю, насколько там серьезные санкции могут быть. По всей видимости, если они много раз созванивались, то что-то серьезное они введут. Но если даже сегодня просто осуществить или нормально, скажем, отслеживать соблюдение тех санкций, которые уже на Россию накидали. Потому что получается, что часть из них просто формально, их никто не соблюдает. Вот если просто даже вот сделать такую ерунду, просто вот начать соблюдать санкции, уже будет хорошо. Вот. Но если к этому накидают еще новых санкций, будет просто великолепно. Я вам еще один момент такой скажу. Почему для нас настолько важно, чтобы соблюдали сегодняшние санкции? Посмотрите, если честно и откровенно. Что касается электроники. Электроника к продаже на Россию запрещена. Правильно? Правильно. А из чего сделаны российские ракеты? Их шпарят сегодня там. Из чего? Там 90% составляющих это западные, в основном американские. Что это за санкции такие, что их обходят вот так вот на раз. На раз, на два. Да? Значит, надо каким-то образом это дело отслеживать. Тем паче, что не так много производителей производят то, что рашисты потом запихивают в Искандеры и так далее. Кроме того, вот посмотрите, у любого изготовителя, я уверен, что есть такой, знаете, строп-краник, когда можно вырубить определенные вещи на расстоянии. Это делается. И почему-то никто российские Искандеры на расстоянии не вырубает, хотя там западные детали, электроника. То есть, я вам дам такой пример. Китайцы, вот возьмите китайцы, да, когда они продают, вот купите телефон, любой китайский, там, Vivo, не знаю, что угодно, который не предназначен для продажи за межи Китая, да, за границу Китая. Вы покупаете такой телефон, что делают китайцы? Шпок, нажимают кнопочку в Шанхае где-то, я утрирую, где-то там в Китае. И эти телефоны превращаются массово в кирпичи, их надо перепрошивать потом. Вы в курсе, да, очень многих. Многие сталкивались с такими вот моментами, когда вы покупаете серый телефон, а потом его нужно по полной программе перепрошивать, потому что дядя из Китая его отключил. Почему никто не отключает Искандеры, эти все ракеты, шмакеты и так далее? Хороший вопрос. Это к вопросу о соблюдении санкций. То есть получается, что телефоны можно выключить, а ракеты нет? Я не знаю, может нельзя, но я не спец, пускай мне спецы объяснять, можно или нельзя. Вот, к чему я все это дело введу?
скажем так, если это будут действительно настоящие санкции, потому что я не верю, что Путин, если... Он сейчас ответит опять какую-то хрень, понимаете? Он сейчас предложит на неделю, на 3 дня, а вот если Украина обложит это 7 тысячами каких-то дебильных условий и так далее, то сейчас начнет крутить и пошлет их нафиг фактически. Вот, поэтому я тут не о самом перемирии хочу говорить, а именно о санкциях. Если это будут санкции, которые действительно будут соблюдаться, ну, тогда да. Тогда путинский рейх очень быстро поймет, что не надо так поступать. Вот, собственно, и все. И тут совершенно не нужно, абсолютно излишне не поступать так, как поступают американцы. Они сдают до начала переговоров, сдают все позиции. Надо было наоборот, с тем, чтобы начать переговоры с Кремлем, нужно было его обложить как волка, загнать вообще под шконку, а потом, когда у него там будет нищета, бунты голодные и так далее, начинать с ним переговоры. Вместо этого Трамп начал сюсюкать. После того, как он понял, что сюсюканье не проходит, он говорит, я буду вводить санкции. Так ты ж только что сюсюкал, ты уже слил все, что только можно. А теперь ты санкции. Нет, конечно, вводи санкции, я только за. Я только за, пожалуйста, делай, но... Ой, если вот это называется искусством переговоров, то я китайская балерина.